Здравствуйте. В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Мы вновь, как и в старом году, в новом 2013 году, продолжаем с вами говорить о футболе, об отечественном, о мировом футболе, о спорте номер один, о самом прекрасном виде спорта с мячом, во всяком случае. Событий, которые связаны напрямую с футболом в нашей стране, пока немного. Пауза новогодняя, зимняя пауза в нашем чемпионате, в российской премьер-лиге и пауза в играх европейских кубков. Но все равно события происходят. И два из таких вот двух таких новостных поводов, которые касаются напрямую футбола, мне как раз хотелось бы коснуться в сегодняшней нашей встречи. Но прежде всего это то, что президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект, в котором есть меры по борьбе с договорными матчами, ну, в том числе и в футболе. Там идет речь не только, конечно, о футболе, но касаться она будет и футбола тоже. Вообще о том, что нужны какие-то специальные меры для того, чтобы бороться вот с той ситуацией, которая сложилась в российском спорте и в футболе прежде всего, говорили давно. Одна часть людей считала, что нужно какие-то специальные меры для того, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая есть. Другая часть считала, что, в общем, в нашем законодательстве, в Уголовном кодексе достаточно таких инструментов, которыми просто надо воспользоваться и это делать. По большому счету, ну, я не вижу здесь большой проблемы в том, что будет специальный закон такой, который будет направлен на то, чтобы бороться с договорниками, как их называют в футболе, во всяком случае. Но они, с одной стороны, они не помешают, с другой стороны, они не гарантируют того, что что-то изменится. В любом случае, как и раньше, так и сейчас, я думаю, что и до появления этого закона, я думаю, что главное это какая-то политическая воля, в данном случае даже не высших руководителей государства, все-таки у них есть дела более важные, на мой взгляд, чем договорные матчи в футболе, а тех, кто непосредственно отвечает и за футбол, и за правопорядок. Вот если они будут делать то, что должны делать, на мой взгляд, все будет хорошо. Победить коррупцию в футболе, наверное, так же вообще, как победить коррупцию в принципе, довольно трудно. И даже в тех странах, где все в порядке с правоприменением, да, и законодательством, и законопослушанием, все равно есть коррупция, она постоянно выходят какие-то скандалы, это итальянские чемпионаты. Кстати, очень часто о каких-то договорниках говорят в том же английском футболе, хотя представить себе это практически невозможно, но если послушать английских журналистов спортивных, то подозрения в той или иной, ну, может быть, это не касается там высшей лиги английской премьер-лиги, но во всяком случае какие-то слухи вокруг каких-то таких историй тоже ходят. Поэтому победить, наверное, коррупцию совсем и победить договорники совсем не получится, даже с помощью новых законов, и даже если у нас вдруг все возьмутся за свои прямые обязанности, в том числе и футбольные функционеры, но сделать наш футбол чище, безусловно, будет возможно. Поэтому я не вижу проблемы в том, что появится новый закон. Ну, появится и хорошо. И главное, чтобы его научились или захотели, не знаю уж как хотите, считайте, применять эти законы. Вторая новость, которую больше футбола касается, но вокруг которой тумана еще больше, чем вокруг договорников, это история с Юрием Красножаном, главным тренером Краснодарского клуба футбольного, которого вдруг неожиданно отправили в отставку. Почему неожиданно? Дело в том, что несмотря на то, что, ну, в общем, команда не укомплектована там звездами мирового масштаба, прямо скажем, да и российского масштаба тоже, клуб завершил вот этот период до новогодний на 4-м месте, чего, в общем, от команды мало кто ожидал, прямо скажем. Во многом это заслуга Юрия Красножана, специалиста, у которого какая-то, ну, прямо потрясающая судьба в нашем футболе. Сначала он долго тренировал
в Кабардино-Балкарии «Спартак» из Нальчика, причем делал это здорово, каждый раз из ничего буквально делая новую команду, то есть там он делал команду, ее распродавали, он набирал каких-то футболистов, опять из нее делал команду и умудрялся держаться в российской премьер-лиге, а иногда умудрялся с какими-то своими футболистами даже быть вверху турнирной таблицы. И вроде как было понятно, что такой специалист должен найти себе другую команду, которая больше отвечает его футбольному тренерскому таланту. И когда он перешел в «Локомотив», казалось, ну вот оно, теперь все будет хорошо. И, в общем, начало было хорошее, прямо скажем. Но там возникли какие-то трения с президентом клуба госпожой Смородской, и Красножан очень быстро покинул эту команду. Причем непонятно, то ли там действительно был договорной матч с Анжи, там утверждали, то ли еще что-то. Ну, все, никто напрямую ничего так и не сказал. Но Юрий Красножан при этом покинул свой пост. Возглавил он вторую сборную России, и тоже вроде дела шли неплохо. А потом вот уехал в Краснодар, и, как мы видим, и здесь, в общем, тоже все ничего. Но вот тут вдруг неожиданно владелец клуба заявил о том, что не сошелся Красножан, видите ли, со спортивным директором клуба, и у них разные взгляды на развитие команды. Но при этом спортивный директор остался, а Красножан, который вот сделал такую команду и добился такого результата, он покидает клуб. Удивительная история, если честно. Ну, наверное, только в нашем футболе возможны вот такие перипетии. Наверняка, вот не хочу сейчас, понятно, что есть какие-то подводные течения, подводные камни, о которых в кулуарах говорят. Единственное, чего я не могу понять, почему об этом говорят только в кулуарах? Почему об этом практически никто не говорит впрямую? Что же произошло? А главное, ладно, не говорят другие там сторонние люди, почему не говорят главные действующие лица? Тот же владелец клуба, тот же спортивный директор или тот же Юрий Красножан. Почему они впрямую не хотят называть вещи своими именами и говорить, что между ними произошло? И почему вот так заканчивается карьера в этом клубе хорошего тренера, который добился результата, что самое важное. Понимаете, все-таки должны быть какие-то критерии оценки того, что делает человек в своей профессии. Футболист там забивает или голкипер не пропускает, тренер тренирует и добивается результата. Но есть оценка труда. Да, вложенные деньги в команду и там, выигранные матчи, забитые, турнирная таблица и так далее. Но есть какие-то вещи, которые сами за себя говорят. Но если человек на последнем месте, да, там, вот уже 6-й сезон, то понятно, почему его увольняют. Если команда проигрывает постоянно, понятно. Но когда команда занимает 4-е место, хотя по своим таким возможностям, если говорить о кадровом, она выше середины-то вряд ли на что-то претендовала бы эта команда, то понятно, что человек работает хорошо. И я думаю, что и футбольная общественность, болельщики, специалисты, журналисты все-таки достойны того, чтобы с ними, как со взрослыми людьми, общались и говорили о том, что происходит. В конце концов, владелец клуба, тем более клуба, который не живет только на деньги спонсоров, а во многом финансируется еще и краевыми властями, все-таки они обязаны, на мой взгляд, говорить о том, что происходит на самом деле в команде. И почему тренер, который ввел клуб в зону УЕФА, там, кубков, европейских кубков и так далее, покидает свой пост. Говорили нормальным языком, они ссылаясь на какие-то там, видите ли, не те взгляды на развитие клуба. Если вы это говорите, тогда можно это конкретизировать и говорить тогда нормально. А какие такие заслуги есть у спортивного директора, которые перевешивают то, что сделал для клуба Юрий Красножан? Хотелось бы на это посмотреть. Мое отношение к тому, что происходит, вот два таких события произошли, которые, на мой взгляд,
заслуживают того, чтобы их комментировать, обсуждать, в том числе и с вами, уважаемые наши зрители. Через неделю мы вновь встретимся с вами и будем говорить о том, что же происходит еще интересного в мире футбола, не только в отечественном, но и в мировом. Тем более, что в разгаре чемпионаты, национальные чемпионаты европейских стран. Вот об этом мы с вами и через неделю, думаю, подробно поговорим. Счастливо и смотрите «Вестник Кавказа».